Ильдар, вот еще хотелось бы спросить про такое явление, очень интересное. Думаю, многие знают, про какое явление я сейчас буду говорить. Именно какой-то смог вот над городами стоит. Почему-то особенно зимой он активизируется, и порой даже вот звезд не видно. То есть облаков нету ничего, да? Но при всем при этом небо так затянуто чем-то непонятным, и даже не видно никаких звезд. Допустим, куда-то вот в отдаленные места от городов уезжаешь, там как-то небо чистое и звезды вроде видно. И как-то вот почему-то именно над городами такая занавеса. Вот что это такое? Можете как-то прокомментировать? Да, я похвалю тебя и людей, тех, которые это замечают, потому что сейчас идет процесс проявления многого. Ну, во-первых, смотрите, сейчас, когда Земля начала излучать вибрацию любви, с этого момента начался процесс выявления на тонком плане тех, кто находился в городах. Вот этот смог, он стоит не только зимой. Ты правильно сказал, Илья. Он не только зимой. Он стоит и летом. Если логически вот люди рассуждают, что смог этот связан с выхлопными газами от машин, топятся печки и так далее, то извините, пожалуйста, какие печки могут топиться летом, кроме ТЭЦа? Ну, ТЭЦ, он снижает обороты на самый минимум, только для горячей воды, не для отопления. Печки вообще не топятся. Как может быть смог над городом? А еще лично мое наблюдение, я езжу по разным городам, и я замечаю, что такой смог стоит именно над мегаполисами, и именно где много людей, где большое количество людей, и именно где бетон, где железо. Хотя там ветер как бы дует, но этот смог не уходит. Как вы объясните такое явление? Если это смог, то он, естественно, бы улетал бы, его бы раздувало. Я вам объясню, дорогие мои. Это не смог, это негативная энергия, излучаемая от людей. Это вот эта темнота, энергетическая темнота, которая нависает над городом, это и есть то, что выходит от людей. Хотите вы или нет, вас чистят даже через бетон. И эта энергия, она выходит именно от людей. Я был, например, ездил в прошлом году в Дубае, но вы знаете, там вообще нет отопления, им не нужно отопление. И по поводу выхлопных газов, вы знаете все, что Дубай, он придерживается таким нормам. Там не может быть автомобилей с, вот, например, с дымящими там трубами, как вот, ну, например, у нас есть такие машины, которые старенькие, и владельцы многие, ну, технически не ухаживают за ними. И он едет, он там паровозит, не просто дымит, а паровозит. Ладно, я как бы согласен с этим. Но Дубай, там практически 99% новые автомобили, которые все имеют катализаторы, очистительные вот эти фильтры, глушительной системе, которые действительно чистят. И там никак не может быть вот этого смога. Но я, выехав за город, я увидел, что над Дубаем стоит такая же пелена, дымка. И вы можете обратить, эта дымка, она какого-то коричневатого цвета. Не серая, а коричневато-темная. Если вы знаете и замечали, когда смог выходит, он серовато-темного цвета. А это коричневато, такой вот, такой неприятный цвет. Я выезжаю в горы, и я с гор вижу, какого цвета он. Подъезжаешь к другому городу, издалека видно, и именно такой же смог. Будем его условно называть смоком. Поэтому, друзья, вот вам еще одно раскрытие, на которое вы должны обратить внимание. Сейчас этот смог, вот эта пелена, она излучается от вас. Это вам показывают, что происходит с людьми. Помогите себе сами.
помогите себе освободиться. Почему, например, в поселках такого нету, за городом такого нету? Потому что там вибрация Земли, она усиленно работает. Там количество людей не такое, как в мегаполисах. Там скопления такого нету. И там очистка происходит моментальная. Там потому что идет прямой контакт с энергией любви, с вибрацией, излучаемой от Земли. Мама Земля, она производит работу. Работа зачистки. И это явление, я скажу, началось буквально недавно. Даже 10 лет нет этому явлению. Это явление началось, примерно 5, может быть, 6 лет назад. Поэтому наблюдайте, принимайте решения и действуйте, мои дорогие. Действуйте. Каждый день ценен. Каждый день вы вправе решать, жить в том формате или жить в новом формате счастья, благополучия, любви и гармонии. Всех вас призываю к этому. Начинайте это делать сейчас.